Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где каждый день выходит видео с ответами на любые вопросы. Если не сегодня, то вчера или позавчера. Каждый раз выходит видео, где я отвечаю на вопросы. Да, это общие расклады, и точность их зависит только от вашего принятия и вашей интуиции. Ну а также на канале есть инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Все же в ваших руках. Инструменты на канале в помощь вам, а только вы можете решить, как вам жить, что вам делать и принимать мои советы или не принимать. Выбор в этой жизни всегда ваш, ведь только ваши мысли, эмоции и действия сегодня создают то, что происходит с вами завтра. Попробуйте проанализировать ваши мысли и, соответственно, что с вами происходит. И вы увидите, что это цепочка причины и следствия. То, что с вами происходит, это уже следствие. Причина – это ваш настрой, ваши установки и ваши мысли. Подумайте об этом. Ну и опять же, как всегда я говорю, это ваш выбор, это же ваша жизнь. Сегодня хочу посмотреть для вас, о чем вас хотят предупредить. Знаете, как говорят, осведомлен, значит вооружен. Соответственно, посмотрим, что же Таро хотят нам сказать, как предупреждение для вас. Ну, может быть, для того, чтобы... Не может быть, я знаю, что для того, чтобы обойти подводные камни и улучшить вашу жизнь. Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и, конечно, улыбнитесь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная, высшие силы, ваше подсознание, тем более улыбчива ваша жизнь. Ну и, как мы знаем, когда мы улыбаемся, значит нам хорошо. Ну что, мои дорогие, о чем же хотят вас предупредить? Вас хотят предупредить о том, что ваше прошлое очень сильно влияет на ваше настоящее. Какие-то опыты, какие-то люди из прошлого, которых, скорее всего, вы не отпустили, влияют на то, что происходит с вами. И не сами люди, а отношение к этим людям. Ведь так как мы относимся к людям, так же люди относятся к нам. Наш мир – это зеркало. Единственное, что когда мы стараемся чего-то достичь, то зеркало работает с задержкой, Вселенная работает с задержкой, ведь надо же подготовить все для того, чтобы что-то случилось, что-то произошло. И здесь я точно вижу, что какие-то моменты из прошлого возвращаются, и, ну, я не могу сказать, или они позитивные, или они негативные. Единственное, что если с нами происходит что-то позитивное, и с нами это уже было, мы просто радуемся и идем дальше. И те моменты, когда с нами происходит что-то негативное, и оно уже было в прошлом, мы заостряем на этом внимание. Так построены мы с детства. Самое интересное, не только мы, русскоговорящие, я же живу в Канаде, и, соответственно, у меня клиенты есть и англоговорящие, и я вижу линию точно такую же.
Установки из детства, то, как нас воспитали, то, что нам привили, то и действует на нас. Точно так же и везде самое интересное. Поэтому смотрите, если в вашей жизни происходит что-то сегодня, что вам не нравится, загляните в свое прошлое, проанализируйте, что же в прошлом происходило, и вы не отпустили, и вы решили, что это ваш рок, это ваша карма, это ваша судьба. Если вы так решили, так оно и будет. Но поменять-то свое решение можно. Ну, как девочки, так и мальчики, мы можем быть ветреными. Мы меняем свое мнение, свое решение, свой подход, свое отношение. И вот тут точно так же. Вот первое, о чем хотят вас предупредить Таро, и это, я хочу сказать, что, более актуальной карты, это королева, это как бы определенный уровень того, что приходит из прошлого, но это довольно-таки высокий уровень, что прошлое, да, влияет на вашу жизнь. Я всегда говорю, из прошлого надо взять с собой самые прекрасные и самые счастливые моменты и культивировать это в себе. Соответственно, вы будете притягивать еще больше прекрасных и счастливых моментов в вашей жизни. Ну что, поехали дальше. О чем еще хотят вас предупредить? Вас хотят предупредить, что ваши планы, которые вы строите, останутся только на уровне планов и грез и мечты, если вы не начнете что-то делать. Если вы будете, простите уж за такое слово, мусолить ваши планы именно на уровне мыслей, только на уровне мыслей, и не выходить из зоны комфорта и не делать что-то, то ваши планы и останутся на уровне планов. И это касается любой сферы жизни, кстати, включая здоровье. Для того, чтобы поддержать прекрасное здоровье, все равно что-то надо делать. Я не знаю, например, для некоторых заняться, может быть, каким-то спортом, пойти в фитнес-клуб, принимать витамины. Сегодня, я не знаю, у нас еда, даже фрукты и овощи, они имеют большое количество селитры, а не витаминов, поэтому все равно надо принимать что-то для того, чтобы обогащать свое тело витаминами, делать что-то для усиления иммунной системы, метаболизма. Даже если мы говорим о здоровье, скорее всего, почему я заострила внимание о здоровье, я увидела, что многих из вас эта тема волнует. Ну что, еще одно предупреждение от Таро. И тут я могу сказать, что карты предупреждают, что вы слишком закрыты. Вы закрыли себя от успеха, вы закрыли себя от перемен. Вам комфортно, с одной стороны, вот там, где вы находитесь сейчас, но если вы не откроетесь, не найдете вдохновение, вы не сможете жить счастливо, так как вот вам ваше счастье. Ведь у каждого из нас, для каждого из нас счастье – это что-то свое. Поэтому откройтесь, больше эмоций в сторону перемен, больше открытия в сторону успеха, и, соответственно, вы сможете изменить свою жизнь. И также тут вас предупреждают о человеке, которого вы, скорее всего, знаете, человек в вашем окружении. Это мужчина старше 40, светлый, со светлыми глазами. Вот
тут я вижу, что не совсем он серьезен. Это может касаться и как работы, карьеры, бизнеса, так и межличностных отношений. Выбор, конечно, ваш, и что с этим человеком, в какой сфере этот человек есть в вашей жизни, это может быть и друг, и знакомый, и родственник. Вот тут единственное, вот о чем предупреждают карты, не относитесь к этому человеку с полной серьезностью. Все-таки анализируйте больше ваше отношение к человеку и именно анализируйте то, что вам человек говорит. Вот то, о чем предупреждают карты сегодня.